Всем доброе индийское утро. Время 5:30. Я не знаю, что произошло. Здание полностью затряслось. Я еще не пойму, там какой-то движух. Что оно, может, землетрясение. Вот видите, может, реально там уже трясет нас. Все повыбегали. Я пока собирался. Реально что-то тряхануло здание. В новостях еще пока нет никакой информации. Но лучше, наверное, выйти на улицу. Решил я не выходить на улицу утром рано. Потом увидел, что действительно, да, было землетрясение. В общем, все нормально, все хорошо. Вышел из отеля. Жду моего индийского друга. На улице погода прекраснейшая. Привезли воду. Мне кажется, эти бутылки вообще никогда не моются снаружи. Да и внутри, скорее всего. Это вода для отеля. Не бутылочная. На ресепшене используется и в столовой при заведении. Лучше пить бутилированную воду, мне кажется. Сегодня у нас, как обычно, годнота. Вот смотрите, вот он зацепил пакет и похеру мороз называется. Вот он будет идти так. Я эту картину уже наблюдаю, минут, наверное, 5. Это Индия. Это мейн-базар. Мне кажется, он сейчас зацепит второй ногой, спотыкнется, упадет, и только тогда поймет, что нужно это дело скинуть. Наконец-то. Просто уже пакет начал раскрываться, и как парашют. Как тут насрал прям на дороге. Надеюсь, не человек. Ну а вообще, цель сегодняшнего дня – это вкусно поесть. Все вы знаете, что Индия – это очень большая страна, страна контрастов. Соответственно, и кухня здесь контрастно пестрая. Поэтому век сюда приезжай и век вкушай новые вкусные блюда. То есть и есть не переесть. Их действительно очень много. И появляется каждый раз очень много новых блюд. Мне кажется, сейчас мне на голову наступят. Ну а тут тащут рельсу. Или шпалу. Рельсу. Они так все аппетитно едят, мне хочется поесть. Ой, я вижу. This is Dal. С приходом интернета все стали видеть ролики, и все просят деньги. То есть увидели, что я снимаю, сразу дайте мне деньги. Абсолютно все уже здесь. Все обращают внимание на камеру, на телефон, тем более белый турист. Есть повод рубануть бабла. Отправляемся пробовать еду. Хочется что-нибудь такое, Викас, чтобы прям я запомнил это утро навсегда. Прям вот чтобы я аж плакал от вкуса. Вот я такого вкусного ничего не ел. Есть такое? Что-нибудь вкусное, прям чтобы аж слезы у меня накатывались. Посмотрим. Наш юмор только для нас. Я это уже понял давно. Пытаемся выйти из мейн-базара. Народу не так много. Можно сказать, пусто сегодня. Я иду в толстовке, мне жарко, хотел майку одеть. А люди ходят в куртках. По вечерам холодеет. Буйвол здесь как трактор. Один и тот же на протяжении нескольких лет попадается. Постоянно рис, мука, соль, чечевица. Один и тот же продукт. Викас мне советует, если хочешь почувствовать действительно доброе это утро, нужно идти на вокзал. Там все всегда вкусно. Потому что клиенты там долго не задерживаются.
постоянная текучка. А что это значит? А это значит, что большой расход продуктов, и причем свежих всегда. Ну а тут, как обычно, надо пройти этот квест. Ой, я вижу эти вкусняшки. Чтобы здесь двигаться, нужно быть местным. Чуть не раздавил нас. Ну вот, обычно все самое вкусное это вдоль дорог. Ну, thank you. Вот, давай вот здесь попробуем. Что это такое? Как это называется? Это छोले भटूरे, это парата, это рис. Так, ты что будешь? Говорю Викасу, я заказываю 2 комплекта. Так, рис обязательно рукой. Лепешки оранжевого цвета. Дедушка похож на дядю Тофика. Был у нас сосед в Азербайджане. Ну, с усами. Хороший мужик. Выглядит аппетитно, но Викас говорит, что здесь не так часто меняют масло. Не знаю, мне нравится. На вид это смотрится прикольно. Такие кислотные цвета. Я вижу, у тебя слюни бегут. Написано, все хорошо. Хотя бы лепешку съешь. Ну, как сказать, вкусно. Здесь как будто ничего нету внутри. Все пусто. Вот здесь. Это не парата, это только лепешка, это, я думаю, чечевица. Там пусто, там ничего нету, чечевицы в этом. На одну лепешку съешь хотя бы. Пожалуйста. Что тут? Только попробую. Попробуй. Здесь чем-то пахнет. Я знаю чем. Короче, я понял. Это не настоящий завтрак. Короче, все это клейсерообразное какое-то. Ну, это как не настоящее. То есть, если чечевица, то, как я вам объяснить-то? Все клейсерообразное, вот так я объясню. Съешь давай лепешку одну. Нет, все хорошо. А он не обидится, если мы не будем есть? Нет. Почему? Главное заплатить, да? Да. Ну, мне что-то не особо понравилось, если честно. Ой-ой-ой. А кому-нибудь лепешку можно отдать? Обидеться? Лепешку отдать можно кому-нибудь? Нет, никого нет. Короче, Ну, если вам не нравится, так тогда себе. дай 40 рублей. так себе. Ну, есть можно, если денег нет, можно. Мухи грызут ноги. И все. Я здесь прям канашкой воняет, я чувствую. А, вон он. Он оттуда идет запах канализации. Вода, которая гниет. Вот этот бородатый дядька отказался здесь есть еду. Я, между прочим, снимаю и продолжаю есть. Вон там есть. Это алю парата. Это алло. Это алло, говорю. В общем, мне понравилось раньше. Запомнилось, вот так скажем. Алло парата. А это другая парата. Бля, как тут выйти отсюда, а? मुझे ना इतना नहीं पता कि कहाँ पे आते हैं।
Главное не... Там есть алу парата. Вот что-то вкусное здесь готовят. А это, что здесь такое готовят? Что вот этот вкус? Это бужия. Только они жарят на масло. А, это картошка, да? Да. Потейто? Потейто? Это всё да, картошка. Все, я понял. Так. Нам нужно на другую сторону. Я чувствую ароматы с Давай той здесь, стороны. здесь. Прямо вот через этот турникет. Капуста парата. Внутри есть, они добавили все вместе. Ну, давай попробуем капуста парата. Давай. И дал. И дал. Да, есть дал? Ну, здесь масло точно не меняют. Так, сейчас будут готовить для нас две параты. Одна с капустой, другая с картошкой. Дал. Горячий, свежий. С очень приятным ароматом. Вот так вот выглядит лепешка. Внутри начинка, но ее по факту толком-то и не видно. Ой. Что-то все такое тонкое. Ну, дал мне вообще нравится, если честно, всегда и везде. Это у меня с чем было? С капустой? Нет, это была картошка и это капуста. У меня была с картошкой первая лепешка. Вторая лепешка с капустой. Знаете, что напоминает? Парата с капустой. Отдаленно. Бывает парата со сыром, с чечевицей. Отдаленно напоминает кутаба с зеленью. Отдаленно. Такой вкус имеет место быть. 100%. Там капуста и зелень внутри. Видите? Вкусно. Вкусно, неожиданно. Я голодный просто. А почему ты не ешь дал? Я кушал дал. В общем, местные едят как-то по-особенному. У них там есть определенное время, когда можно есть какие-то продукты, какие-то нельзя. То есть не то, что я. Причем вкусная штука, реально вкусная. С капустой даже больше понравилось, чем с картошкой. Нормально. Вкуснота. Годная еда, как говорится. Нам сейчас нужно поменять локацию. Сезон папайи. По-моему, здесь никогда он не заканчивается. Сразу видно, что перец продают. Перец и чеснок. У меня сразу бешеная реакция начинается на эти два продукта. Если вы приезжаете в Индию после других стран, то мне кажется, что вы ощутите разницу. Автобус чуть не зацепил сейчас нас. Нам сейчас нужно подняться на этот мост и двигаться дальше. Соки. Ну вот соки, я честно скажу, я брезгую пить, потому что интересным способом он добывается. Такая мясорубка,
куда закидывается фрукт. Ну и, естественно, крутится принцип мясорубки. Потом эта мякоть обратно, потом часть там застыла. Потом туда прилетела муха, посидела. Ну, так себе, короче. Не особо я люблю соки. Было время, когда здесь чуть массаж мне не сделали. Oh, thank you. Такой ночной массаж. Night body массаж. Кто-то живет здесь? Или просто использует как площадку для сушки белья. Здесь вот была уличная еда сейчас, но она прям что-то как-то выглядит даже для меня. Местные очень ловко перебегают дороги. У меня же не получается. На мост туда. Да. Так, нам нужно сюда. Сегодня у нас такой насыщенный день, можно сказать. Ну и как любой мой день. Он всегда насыщенный. Здесь, видите, можно ездить по встречке, не по встречке. Как угодно. Корова, которая орет. Или кто-то хвост откусил. Ну, здесь, как обычно, любители животных прикармливают птиц. И вот дед сидит, продает корм для голубей. Что-то, мне кажется, здесь погрязнее стало уже. Раньше было почище. Женщина лепит какие-то штучки из навоза. И сушит их. Вот так вот они выглядят. Для чего это? Это Зажигать. сжечь? Да. Биотопливо. Сейчас будем проходить железную дорогу. Мою любимую. Обожаю вообще индийские поезда. Очень интересные и увлекательные поездки. Самое главное взять билет в эконом-классе. Как говорится, поближе к народу. Между прочим, недавно читал новости. 18 человек погибло при давке на вокзале на железнодорожном. 2 поезда каких-то отменили. И отмена этих поездов сыграла роковую шутку для чьих-то жизней. Когда в жизни у меня все ровно, нету пестроты, прямиком билет в Индию, сразу, не задумываясь. То есть здесь ты осознаешь все ценности. Можно, в принципе, и в Бангладеш занырнуть, как один из вариантов неплохой. Расслабиться, отдохнуть, почистить мысли свои. Обезьяны. Тут же прибегают собаки, чтобы схватить этих обезьян. Вон они. В общем, собаки не любят обезьян. Сел сейчас постричься. Сколько он сказал? 1000? Сначала 1000 и потом 500. 1000 рупий. То есть где-то с колена постричь, ну, по-моему, 500, ну, ушли, говорят, ты что? Все, конечно, понимаю. Но не настолько же наё. Здесь все как всегда. Очень нешумно. Но все равно под вечер организм устает от этих шумов. В основном от сигнала машин, байков, рикш.
счет нету пробки. В принципе, даже сейчас, можно сказать, тихо. Так выглядят общественные туалеты. Жалко, что возле них нет какого-нибудь крана, чтобы руку сполоснуть. Просто вот в каких-то закоулочках огромнейшие склады. Посмотрите на сечение кабеля, какое мощное. Здесь, наверное, где-то чугун плавят. Какие-то. Что это такое? Какие-то вкусняшки готовят. Непонятные. Вкуснотеево. Небольшие храмы. Очень красивые. Иногда встречаются небольшие храмы прямо внутри вот таких вот улиц. И на фоне этой серости и коричневости выглядят красочно. Вообще индийские храмы — это такие кислотные, сочные цвета. Мозг отдыхает, как говорится. Здесь что-то запахло опять чем-то. Бесконечные лабиринты. Позвонила жена, говорит: постригись. Жена сказала, пацан сделал. Машина вся в цветах. Везут куда-то в храм что-то. Может быть, какую-то святыню. Смотрите, утро. В принципе, 9 утра. А смог еще есть. Не рассеялся. Ночной смог. Закон подлости. Когда идешь лысый, 100 барберов будет попадаться. Когда много волос, все пропадают. Я как будто в мексиканской майке. С ромашками. Наконец-то нашли этот барбершоп. Это уже... Нет, я в этой майке как баба Люся. Я чувствую, как волосы покидают мою голову. Так как здесь все недорого, похоже, нужно и побриться многоразовым лезвием. Но они сказали, что здесь многоразовые. И они их обрабатывают кипятком. Сейчас выйду отсюда, как Дон Педро. Что-то потекло. Меня спрашивают, машиной побрить или резать. Я выбрал резать. Ой, блин. Сразу минус 10 лет. Зашел 50-летним, вышел в 30. Не знаю, вот в свои 52 года, в принципе, мне не все дают 50 лет. 52. Есть мне визуально 52 года? Я хочу 20. 15 тоже хорошо. Не пойму, чем меня мажут.
Но это на кое-что похоже. Какая-то экономная пена. Та пена, которую я заслужил за 100 рупий. Блядь. Водой проточной. Все. Хотите массаж? Массаж? Да. Ну давай. Блядь, я как будто на тракторе еду. Ёб твою сейчас. Главное не заулыбаться после такого массажа. Ёпта. Так, у меня от трения уже горит всё. Так. Возвращаемся к 9 классу. По уровню мышления после таких ударов. Уже зашли на 10 минут постричься, уже полчаса. Это вот все прикольно, если этот массаж делать в холодном помещении. Просто здесь все очень сильно, ну, в одно место натирает, получается. Сейчас еще и штаны как бы не пришлось снять. Бля, как трактор по полю без одной гусеницы. Крутится на месте. С такой пострижки хочется что-нибудь сладкого и поспать. И бутылочку содовой. Because I need one bottle soda. Хорошо, попьем. Cool. Мне интересно, у него руки еще не горят, пальцы. Такое трение. У меня такое ощущение, что у меня уже сейчас вот он скальп снимет. Волос начнет плавиться. Массаж. Массаж плавно перешел на спину сейчас. Начал делать уже бедро, голень. Все, не может остановиться. Вот это постриглись. В конце уже пришлось его останавливать, потому что он не останавливался. Вечно. Вечность. Здесь что-то металлическое продается, какие-то побрякушки, бижутерия.
бусы, кольца, стружка. И, конечно, здесь пыльно. Очень пыльно. Я бы сейчас хотел бы чего-нибудь такого освежающего, конечно. Прохладного. Но вот здесь вот прям точно уже ощущается мусульманский квартал. В тюбетейках, в каких-то головных уборах. Ну, то, что визуально отличает мусульман. Здесь какая-то пыль стоит, непонятно. Блядь, крысы. Блядь, чуть на крыс не наступил. На камеру снимают. Электрики. Электрики из управляющей компании пришли зафиксировать неполадки. अबे तो ऊँट क्या चौदह इसको साइड में नहीं करेगा गाड़ी मेरे इनका चुदाना यहाँ पे खड़ी करके भाग जाएगा Мужик кричит, что байк поставили. चार Лучший сочный перекус. Это вообще какой-то другой сорт гуавы. Первый раз такой пробовал. Очень-очень мягкий. Прелестно. Очень ароматная. Говорят, после дыни нужно сразу воду запивать, чтобы живот не болел. Покажи нам, Викас, как правильно есть гуаву. Ну как в Индии едят гуаву? Вот так вот, да? Я знаю, соль, приправы вы любите. Чтобы кисло-остро-сладкое было все. Еды на пока хватит, потому что она должна успевать перевариваться. А мы сейчас отправляемся, как говорит мой индийский друг Викас, в более интересное место. Там тоже есть что-то вкусное. Люди интересные, еда вкусная. Эмоции, впечатления. Какое-то столпотворение. Между прочим, рикшисты, водители рикши, все похожи. Вот если молодые сзади друг на друга. Прически. Я уже 5-ю рикшу беру, и они у одного барбера, что ли, стригутся все. Мне кажется, еще 10 лет пройдет, и ты также приедешь в Индию, и как ездили эти рикши, так они и будут ездить. Мне кажется, ни одной пробки нет в Индии или в Дели, где бы не ходили хиджры. Я только о них подумал, и они выходят. Самые боевые хиджры в моей жизни попадались в Бангладеше. Здесь они так, спокойные, можно сказать. Водитель наш еще успевает в Тетрис играть в телефоне. Проехали речку и направляемся в другую часть Дели. У меня что-то началась изжога. Прям не сильная, но есть. Наверное, от воды. Какой здесь запах стоит, вообще никому не передать. Сейчас будем смотреть на его мимику. Что здесь продают? Это
не маркет. Какой? Vegetable? Риба, риба. Рыба? Это пахнет, я думаю. Не, нет. Здесь очень много мух. Запах это что-то гниющее, кисло-сладкое. Фу. Ой, бля. Дыши ртом. Мой нос приспособлен к таким запахам. Приехали мы туда, где воняет. Но здесь, говорят, очень вкусный. Ой, как же это блюдо называется? В общем, нут с пряностями, говорят. Если это сегодня точка работает, то мы его обязательно с вами попробуем. Будем наслаждаться этим вкусом. Что-то продают. Картошка. Картошка. Чеснок. Лук. Тарам по тарам. Здесь прямо рынок получается вдоль дороги. Да и виноград здесь ничего. Что-то здесь мух много. Тебе не кажется? Речка. Ребята что-то делают на реке. Купаются, наверное. Здесь запах, конечно. О-хо-хо. Фишерман. Вот так я выглядел до 16 лет. Потом углеводы все испортили. Такое ощущение, что здесь собаки везде подохли, и через каждые 10 метров дохлая собака лежит. Вот вы понимали, запах здесь стоит. Да, Или дохнут здесь. Здесь какие-то шкуры, я не пойму, что здесь. Блять. Хочется материться. Нормально здесь? Пошли. Пойдем прогуляемся. Ребята вон купаются здесь в этом дерьме. И ничего, а мы просто дышим. А, здесь вон рикши моют, смотри. Hello. Какие-то шкуры собачьи, еще что-то. Вонища. Просто не передать. Здесь мойка. Мойка для рикш. Викас начинает нервничать. Hello. Говорит осторожно. Могут поотбирать все у нас сейчас они. Спрашиваю, а почему могут поотбирать? Потому что они бедные. И здесь это самый главный фактор. Их ничто не остановит. Жалко будет, конечно, лишиться всей техники. Но река эта полностью сгнила. Вот полностью. Ну, канал, что это? Водоем. Ну, по крайней мере, вода в нем движется. То есть есть начало, где есть конец. Куда все это уходит? Ёп. Что это такое? Ишак. Это осел. Да? Или лошадь? Ну, копытная, что-то копытное. Ослик. А вот ночью здесь лучше точно не ходить. Потому что, какой бы вы ни были смелый и отчаянный, вам это может не помочь здесь. В мире животных все летит, все взлетает. И на куликов похоже, но кулик поменьше будет размером. Какая-то мини-цапля. Уникальные места, конечно. Здесь рыбы нету, да? да, нет. Или есть? Ну а что вот эти птицы ищут здесь? Насекомых? Другие. Ракушки мелкие, да? Какие-то насекомые. Вот там уже настоящие цапли сидят. И очень много. А спроси у этого дедушки, есть здесь рыба или нет? Прям интересно. Сейчас इसमें मछली होती है कि नहीं? इसमें मछली होती है? मछली होती है इसमें? Нету? Быть здесь и не посмотреть цапель, цаплей. Цвет воды чернильный. Вот здесь точно рыбы нет. А рыба здесь давно умерла. Да и не может быть. Увидели вот этого дядьку. Он толкает мусор, чтобы его по течению тащило.
Рыбы, говорит, здесь нету. Чистота требует жертв. Я не знаю, что они возят на этих рикшах. Но если они отмывают такой водой, то значит, что это еще что-то хуже и вонючее. Здесь уже запах еды смешался с запахом дохлятины. То есть это уже более пикантное что-то. Я сейчас, между прочим, чуть не сорвался. Запах омлет. Вот прям настоящий омлет. И что-то дохлое. Услышал азан. Бангкок. Говорят, впереди где-то Что? мечеть. Сейчас направляемся туда. Размеры этой кучи, я думаю, поболее 10 этажей. Выше. Даже больше 16 этажей. Если сравнивать свой дом, то здесь намного выше. Я не знаю, сколько лет, сколько сил нужно, чтобы все это дело перебрать. На той стороне, на берегу, что-то все моют. Если есть страшные места в мире, то знайте, это одно из них. Здесь как будто землетрясение, цунами и все катаклизмы, какие есть природные, прошли одновременно. 300 рублей килограмм стоит здесь мясо. Очень дешево. Мусульманский квартал полностью. Поэтому здесь сразу и появляется мясо. Как раз возле мечети вот оно продается. На выходе можете приобрести мясо. Вот отсюда посмотрел в мечеть, там чисто. Чистенько. Спрашиваю Викаса, ты что, себя здесь неловко чувствуешь? Он говорит, да. Я говорю, а меня спокойно. Нормально. То есть я не думаю, что здесь какая-то может быть неадекватная реакция. Главное правильно поздороваться, не перегибать, и все. И все будет нормально. Ну, не позволять себе ничего лишнего, так сказать. Грубиянство и хамство. Тебя везде примут и напоят водой. Ну, смотри, рядом свалка, да, по идее, мусорка. А здесь чисто на улице, ты не видишь? Да, это нормально. Здесь как-то все, Так чисто. здесь как-то все прибрано прям. Ну, по крайней мере, где вот люди ходят. Думаю, это... Человек 40 на нас смотрит одновременно. Что здесь газа вообще нет? Не кажется. Что, это где-то во дворах делают? На фанту вообще не похоже. Похоже на какую-то паль больше похоже. Нет, что-то не то. Уже у третьего человека спрашиваем, где находится этот Мухат. Говорят, он сегодня выходной. Но его никто, по крайней мере, не видел. Мухат этот, нут, горох. В общем, горох. Очень вкусный горох с большим количеством приправ. Мы проехали половину Дели. Вот так и не нашли. Жалко. Почему-то у большинства
У большинства такое мнение складывается, если ты заходишь в мусульманский квартал, тебе здесь должны голову отпилить. Но так как я часто бываю в этих странах, в принципе, уже прогнозируемо все. Здесь какой-то тупик. Автобусы, которые делают прямо на улице. То есть тут же шпаклюется все это дело, красится, двигатель ставится. Очень интересно. Автобусная мастерская. В Индии вообще все интересно. Даже среди этой грязи и мусора есть лошадки красивые. И в основном все белые. Белые какие-то пестрые. И вот эти телеги. Я так понимаю, на свадьбы, да, используются? Да. Для свадебных кортежей. С милым и рай в шалаше. Здесь почему-то у лошадей уши как-то очень интересно стоят. Главное, чтобы нас там не съели в этом квартале. Ай, сука. Викас. Викас, ты испугался? Это беженцы? Это все бездомные. Без чего? Домные. Бездомные? Да, это все государственные. У них есть документы? Это дорога. Это дорога для пешком. Можешь спросить вообще с документами они или нет? Просто интересно. Давай сюда посмотрим. У женщин или они мусульмане? Не знаю. Ну, лучше у мужиков спросить, если мусульмане. То могут неправильно понять нас. Надо вообще с взрослого найти кого-нибудь. Просто интересно. Хорошо, он сказал, что они не отсюда. Они из другие области Утар-Прадеша. Ага. И они работают сюда. И это как государственная земля. И они так живут здесь, не снимают. То есть они граждане Индии с другого Да, области да, приехали, да. ну, Приехали бедные. работать, бедные, и они не снимают квартиру. А где работают? И Кहाँ кем? काम करते Кем? हो? हाँ? अच्छा, он नहीं сейчас работает, его родители работают. तो तुम क्या करते हो अभी? तो ऐसे ही पड़े रहते हो तुम? तो इस दिन भर इसी में पड़े रहते हो? Его зовут Джанки? Сколько ему лет? कितने साल के हो? 3 года она. 3 года? А в школу они ходят? Нет, Нет? Здесь вообще никто в школу не ходит? нет. Но кто-то как придет сюда учить, какой-то учитель. Может быть, какое-то как агентство. Получается, в этом лагере живет около 300 человек. А? Дети не ходят в школу, все-таки мы узнали. Это какая-то формальность. Типа кто-то что-то помогает, приходит, но это все так себе. Видимость. Так вот выглядит домик. Девочка, которая ест лепешку. С детства такая жизнь, конечно. Не айс. Дети вообще со всего лагеря уже прибегают сюда. Уже с детства, с сережками. Мальчики. По ночам в основном. Как они с ними борются, с крысами? Здесь крыс просто огромное количество. Что они делают с ними? Убивают их, травят как-то. अगर चूहे वगैरह दिखे तो क्या मार देते होगे ना? हाँ। Нет. Ничего не делают? Что-то шепчет ему. Это для мы то बहुत महंगा. Воду питьевую дает им государство, привозит в водовозах. И все подбегают по очереди в унитаз смотрят. И не питьевую тоже дает государство. ये लड़का नहीं है ये मेरा भाई है ना Они все бегут за нами. Я в конце им дам что-нибудь. Сейчас не буду давать. Это опасно. Подошли вот сюда. Что-то они готовят. Я бы не смог это есть. Это где-то набрали перьев от курицы. В общем, вот эту последнюю фалангу
Выглядит это, конечно... А это вообще какие-то кишки. Это кишки. This is chicken? चिकन चिकन करेंगे У нас остались гуавы. Вот что происходит. No, thank you. Thank you. No. No, не. Мне предлагают эту курицу. Там за гуаву дерутся. Ё-моё. Просто за гуаву. Ладно, мы сейчас исправим ситуацию. Вот эта тетка позвала, хочется услышать мой голос. Смотри, сколько детей все больше и больше. Сколько они по времени уже здесь живут? आप लोग यहाँ कितने दिन से रहते हैं? बहुत दिन से रह रहे हैं भैया, हो गए 7, 8, 10, 11 साल। कहीं यहाँ पढ़े कहीं वहाँ सेम भगाते मौसम लिए Уже здесь живут? कोई नहीं पढ़ाता इनको, ऐसे ही घूमते। А где они рожают детей? Прям здесь? или какой-то Можешь спросить? तो आप लोग यहाँ पे रहती है, खाने पीने के लिए दिक्कत होता होगा या फिर कुछ होता होगा, जैसे बीमार वगैरह हो गए तो कहाँ दिखाने जाती है? डॉक्टर फिर जाते हैं, कब बता रहे। पास में है? यहाँ कहाँ पास में जाना पड़ता है, और कुछ अगर कोई बच्चा हुआ तो यहाँ पे होता है या फिर डॉक्टर वगैरह? जाना पड़ता है। Есть поликлиника рядом, немного далеко. Там рожают. Здесь что-то детей больше, чем взрослых. Все на работе. कोई स्कूल हो इनका, बच्चे ने पढ़े कहीं यहाँ बता दे तो ही पढ़ी जा। Лошадка. Укусить, что ли, хочешь? Мне сейчас только что предлагали взрослые уже что-то заколотить. Что-то заколотить в какой-то дверной. Ну, вы поняли, короче. Я говорю, нет, спасибо. Не колотим. Работы нет. Образования нет. Ничего нет. Каковы последствия? Никаких. Все то же самое следующее поколение ожидает. Старшие он заколачивают. Жалко. Очень жалко детей. Вот в этой всей истории. Не взрослых, а только детей. Короче, 10 килограмм в несколько пакетов апельсинов. 10 килограмм? 10. По 100, да? Ну, чтобы всем детям хватило. Вроде бы свалка, но виноград очень вкусный. Мне вот нравится такой. Он кисленький, кисло-сладкий. Приятный. Желательно в 3 пакета, чтобы там они не дрались между собой. 3 पैकेट में कर दीजिएगा। Викас, давай только детям, взрослым ничего не давай, только детям. Реакция, смотрите, сейчас какая будет. Все, увидели. Издалека вижу, увидели. Позови их. Смотри, какая реакция. Малышня радостно. Лучше тут поставить. एक मिलेगा हटो। अरे हम देंगे Блин, ну а что они, почему не раздали всем? Зачем они так? Я дал, ну они все порвали.
Они просто пакетами схватили. Кто-то вообще без ничего остался. Неправильно. Викас, там с пакетом убежали вообще с целым. Да уже ладно, все. Все, давайте, бай. Пока. अंकल मुझे नहीं मिला Финиш. अंकल अब नहीं बचा Финиш, все. Быстрый финиш. Ну, конечно, надо было взрослым просто подойти и всем раздать. Некрасиво сделали. Хотя... Все, бай. Thank you. Курицу не хочу. Там уже и взрослые бежали с детьми вместе. Просто увидел глаза этой девочки, которая бежала. Но я надеюсь, что разделят. Эти вроде бы живут в плохих условиях. А даже здесь действует принцип, кто сильнее. Стесненные условия, отсутствие денег, работы. Все равно, даже в этой толпе, люди пытаются выжить, доминировать, урвать свое. Хотя у всех состояние плачевное, по идее. Ну, хоть кому-то сделали радость. Сейчас мы идем мимо, они едят апельсины, стоят. Радостные. Пока. Там и взрослые сидят. Увидели что-то темное. На полу какие-то обрезки, что ли. Или сушится что-то. Что это такое вообще? Или покрасили. Или чехлы. Что это такое? क्या है भैया क्या है что-то кавер это जैसे сач Как? одежда что-то Одежда? Это для мусульман? Да? ये कपड़ा है किस चीज का कवर है किस चीज हाँ स्टूल है स्टूल как А, стул столе. Стул столе. Они там так смотрят на нас, как будто сейчас распилят. В общем, чехлы для столов и стульев. Здесь какой-то черный квартал. Black Station. Если чувствуешь, что что-то не то, лучше уходи с этой местности. Вот сейчас так же и здесь было. Ну, там много выпивших стоит, раз. Какие-то замесы непонятные там происходят. Сам по себе район такой не особо благоприятный. Еще один такой же город, такое же большое поселение. Такая же картина. Щипают куриные крылья. Ну, сейчас мы не будем туда углубляться, потому что это с концами. Смотри, сколько там много этих всяких. Я не могу увеличить какие-то, как их называют? Хорьки какие-то, вон, видишь, хорек. Не крыса, а хорек. да, Который с кобрами Да, дерется. да. Как его? да по-хинди это неола Неола? сквиррел Сквирл? да Не, не По-английски- сквирл. Не, это не сквирл. Сквирл это белка. да извините Это, это по-хинди неола а по-английски это короче, тот, кто... Блин, мультик был, это Рикки-Тикки-Тави, я помню. Здесь очень много крыс. Норы практически все испещрили. Хотя наличие вот этих вот хорьков говорит о том, что они как-то борются с крысами. Чё он говорит?
Здесь уже, мне кажется, тысячи, да, живут. Реально, здесь живут тысячи. Здесь уже, если на той маленькой улице 300. Девушки постарше убирают взгляды. Кто помладше, им все равно. Я как-то и был здесь проходом. Давно. Картина особо-то не изменилась. Все то же самое. Дети прям с соплями стоят. Может, по ночам холодно здесь. Тем более время сейчас год такой. Между прочим, вот под нами все, что шевелится, это же все из-за крыс. То есть, так как рядом есть отходы, они тут всю землю испещрили. Получается. Это не жизнь, а выживание. Это страшно, это вот реально страшно. Никому не желаю оказаться в таких условиях. Так, надо отсюда выходить. История повторяется. Люди начинают собираться. Попросили еще посмотреть дома местные. Это его дом? А сколько человек здесь живет? Сколько человек вот в такой живет? Спроси у него. Блять, что-то здесь. Блять. Сколько? 5 человек вот здесь живет. 5 человек. Тут, в принципе, и мама тоже. Что он говорит, Пегас? Ага. Всё. Мама сказала, почему ты смотришь, он... Это мама его? Спроси. आपका बेटा है वो? हाँ मेरी नंद का लड़का। Нет? Как они зимой здесь живут? आप लोग ठंडे में Не холодно им? ठंड नहीं लगती है, ठंडा में कैसे रहते हैं? так же живут. Так же? Хороший ответ. Я вот сейчас побольше, чем они, конечно, вешу. Я вот провалился в нору в машину. Мне сейчас страшно даже становится. Реально страшно. Маус. Викас, выходим отсюда. Я в нору провалился. पानी नहीं है इसलिए नहीं नहाती हो। Это папа семейства. Мне кажется, здесь никто из них полноценно никогда не мылся в чистой воде. Потому что ее тупо нету здесь.
Если их всех отмоешь, кажется, они даже себя друг друга не узнают. Такое ощущение, что мне кто-то по рюкзаку лазит постоянно сзади. Ну, подходят плотно, я чувствую. Вот у этого молодого человека 4 ребенка. Сколько они в день тратят? И вот, он, его семья, вот 4 ребенка, жена и он. Сколько у них в день уходит денег на कितने все? पैसे कमा लेते हैं खर्चा वर्चा? भैया बहुत ज्यादा 3-4 हजार रुपए बच्चे ने जियाना होता है ज्यादा कमाई नहीं होती बस 3000. 3-4 हजार 3000 рупий? 300? 300? 3000 рупий. Так, еще раз, стоп. То есть, ну это же нормальная сумма. नहीं कैश दीजिए मैसेज से आस्ता जा А, в месяц? Я думал, в день. как день То есть это получается 200 рупий в день? На всю семью? Да. 250 рублей, это и то этой суммы нет, получается. Да. Сколько лет они здесь живут? 34 आप लोग यहाँ कितने साल से रह रहे हैं? यार भैया कम से कम 20 Камера. बाप दादे से समझो दे रहे हैं हम लोग यहाँ यहाँ कुछ भी ना बनाता ये पेपर मार्केट तो इतने साल से रह रहे हैं तो ऐसे ही रह रहे हैं सब लोग ऐसे ही रह रहे हैं तो ये आप लोग का जमीन तो नहीं होगा ना ना भैया एक से एक बड़े Я сейчас стою отец тоже здесь Отец тоже здесь жил? Зиль умер Это уже сколько лет прошло? फिर भी आप लोग यहाँ कितने साल से रह रहे हैं 30 лет 30 лет уже здесь живут. Да. Какая основная болезнь? Вот чем здесь больше всего люди болеют? तो आप लोगों को यहाँ अगर बीमारी वगैरह होती है तो किधर जाते हैं भैया जी से दवा ले आते डॉक्टर के और पास क्या बीमारी वगैरह में ऐसा क्या होता है तो गंदा रहते होंगे गरीब आदमी की बीमारी लगेगी नहीं बेद नहीं मिनी बले मी प्रिबिकली तक जीच ये बड़े है आदमी को पकड़ती है हाँ बीमारी हाँ, समझ गया ये मेरा सवाल कुछ नहीं है ये जो सवाल कर रहा है हम वही कर रहे हैं हाँ हाँ Здесь правды нету. Вот Викас говорит, по факту у многих из них есть ну, своя родина. То есть те, кто приехали из других областей. Так жить они могли и там, в том районе. Они приехали сюда в поисках, может быть, лучшей жизни. Но лучшую жизнь, наверное, не нашли. Также здесь много нелегалов из Бангладеша. Естественно, никто здесь не будет никогда разбираться, искать документы какие-то. Здесь дно, вот так скажем. И в этом дне копаться никому не нужно. Привезли воду чистую, питьевую. Привезли воду для технических нужд. Все. Может быть, там в какие-то праздники делают сюда подарки. Продукты, может, привозят. Хотел сейчас дать детям, ну там мелкие купюры. Ну, там взрослые начали очень себя вести некорректно. То есть прям в наглую. Выпрашивают. Не то, что выпрашивают, они прям ставят ультиматум уже. Соответственно, мы ушли. Представьте, у него отец 30 лет жил, он живет, у него 4 детей. То есть ему нечем кормить, по факту. Блин, ну ты один ребенок, 2, 3, 4 ребенка. То есть ты же когда делаешь, должен понимать, что рассчитывать на свой бюджет. Это же какие-то. Не хочу это грубое слово употреблять. Вот за этими воротами начинается другая жизнь. Не хочешь здесь ночью погулять? Что? У них ночью не хочешь здесь погулять, Викас? Может быть, они иммигранты из Бангладеша или Rohingya мусульман, у них нет дом, сертификат, Aadhaar карт, и так они живут, потому что нет дома, и спрашивают все, что они бедные и бездомные. И как государство могут помогать? Есть много государства помогает, кто живут в деле.
и кто их паспорт или свои документы, что он гражданин Индии. Все понятно. Кому мусорка, а кому дом родной. Вот представьте, сколько мы детей видели, если каждый год там рождается по одному малышу. Как быстро увеличивается население. Что-то я передумал. Нут есть здесь. Здесь запах. Сам запах, он не дает ложке залезть в рот. Больше мы не поедем искать этот нут. Уличная еда без нута будет. Чеснок, чеснок, чеснок. Все любят чеснок. Рассказывай. Очень интересно. Может быть, что большинство они приехали из Бангладеша или Рохингя, и поэтому они бедные, у них нет дом, свои права, и поэтому государство ничего не могут делать. Есть государство дает бесплатный дом и образование, есть школа, поликлиника, но которые, если у них есть свои сертификат, тогда только можно. У них нет, поэтому так они живут бездомные. То есть они по факту без гражданства? Да. Но они как 100% уверены, но большинство так они живут. Потому что есть у кого гражданин Индии, почти все есть свой дом. Или в деревне они живут весело. Их земля в деревне. Если у них есть земля в деревне, почему так они живут бездомные? И они могут работать на ферме или какой-то заводе, и они получают такие же работы. Но они как никого на фирме, на заводе, никому не дают им работы, даже потому что нет сертификат гражданина. Я знал, что на этом перекрестке будут стоять тети. Тети с морковками. Вот. И дядя в рикше. Викас, ты готовься. Сейчас у тебя на деньги будут забирать. Иджа. Я вот здесь вот у них был, где они живут, или здесь. Семейство Хиджар. Что говорить о туристах, если они друг друга на ее, то есть договорились об одной цене, подъехать, все. В итоге тебя привозят в какую-то непонятную точку и говорят: а я вот думал, сюда надо было, а хочешь доехать, давай доплачивай. मेन बाजार सदर बाजार से घूम के आना होगा। तो 400 रुपये ले लीजिए, 3 में बोले था। Поэтому если вас здесь опрокинули на сотню, пару, вторую, это нормально. Чтобы завладеть этой сотней, нужно умудриться еще. Здесь люди заботятся только о пропитании. 70% населения.
сидели в рикше, и ветром, когда скорость набирали, начало поддувать сильно. Там такая занавесь кожаная. Занавесь. Я подумал, что чувствую, кто-то прям как будто грызет пятку, что ли. Я подумал, крыса, я как шандарахнул ногой. Водила аж подлетел. Ну, мышей не люблю. Мыши для меня это обыкновенный темной улицы. Когда отели заказываете себе, вы всегда постарайтесь посмотреть по карте. Не просто по названию, а по карте посмотрите, что вы заказываете. Если он будет где-нибудь в таких закоулках, что ни таксисты не хотят заезжать. Это же рикш, что не хочешь заезжать. Представьте, вы ночью приезжаете, вас где-то выкидывают возле дороги. И вот ходите, ищите свою гостиницу. In which class are you? В общем, вот этот мальчик, Арисав, сколько? В 8 классе? И он сказал, что это самая большая страна, ее президент Путин, и там есть много гор, холодно. Я тебе вот так река. скажу, что у нас 90%, если спросить в школе учеников, кто президент или премьер-министр Индии, никто не скажет в России. Серьезно, я тебе говорю. Но он сам Ну, значит, сказал. хорошо учится. Да. Молодец. А? Как говорится, голод не тетка. Прошло 4 часа. А это значит, нужно что-то перекусить. А вот что, нужно еще поискать. Очень много фруктов всяких. Помидоры. Огурцов не видно. В основном помидоры, апельсины, папайя. Еще немножко не сезон манго, но будет. Когда упал возле храма, называется. Сломало. Многие дошли только до храма. Дети здесь с таким аппетитом едят. Какая-то лепешка. Нут, между прочим. И там еще что-то нарезанное, мелкое, непонятное. Начнем с этого места. Нашу вечернюю прогулку. Внешний вид. 5. Как правильно есть, вам показывают местные люди. Редька подается. И что-то какое-то манго зеленое, да, по-моему? Кусочек манго зеленого. Морковка? Морковка и перец. Макар все добавили. Для меня вкусно. Это остро, но это вкусно. Вкусно, вкусно. Вот горох приготовлен вообще бомбически. Мне кажется, там 100 приправ в этом горохе. Не то, что я проголодался, а реально вкусно. То есть надо еще смотреть визуально на блюдо. Красивое оно или нет. Это красивое.
смелая четверочка. Еще раз, как называется это? छोला भटूरा Кола? छोला Кола чула, да? छोला छोला Кола чула. Прошли буквально 20 метров. Еще одно заведение. Can I see? Chili potato. What? Chili potato. Чили потата. Короче, острая картошечка. А я заказал сыр там с чем-то, в общем. Второе слово не запомнил. Любое заведение уличное, картина никогда не будет меняться. Вот никогда. Хоть убейся. Забудьте о перчатках, вилочках, все кристально чистое. Это Индия. Поэтому для Индии это все норм. Лепешка, сыр, редиска с огурцом. Лепешечка тандырная. Чуть-чуть масалы. Редиски, наверное. Первый раз такой чувствую у себя в ротовой полости. Это вкусно. Это тоже вкусно. Это остро. Это много приправ. Перец, лук, помидор, зеленый горох. И это тофу, да? Как называется сыр? Панир. Панир. Местный сыр. Вкусно. Предыдущие блюда и это, если сравнивать, это два разных вкуса вообще. То было более острее, здесь более кисловатое за счет помидор. Если вы вегетарианец, как и я, то для нас это самое то. Викас, как правильно называется это блюдо? मटर पनीर ये तो नान रोटी Нет, матар панир, да, вот это? Матар панир. Для вегетарианцев. Гулять так гулять. Заказали сразу 4 блюда, чтобы больше никуда не передвигаться. Сразу 4 реакции, сразу все будет хорошо. Умножить на 4. Просто заказывал по фотографии. Как всегда, Викас. И дядька. Принесли очень вкусный салат. Вот что-то зеленое, но это, скорее всего, шпинат.
пропущенный через мясорубку. Я надеюсь на это. Редька, редька и красный лук. Выглядит все очень вкусно. Викас, вот это как называется? Это дал махни. Дал макни. Вот так выглядит. Это дал, сыр, В общем, тут все Масло. вместе. Сыр, масло. Это что такое? это раджма. Это раджма, это фасоль. Матер панир. Это Матер панир, это сыр. матрапани. Горох, сыр. В общем, пересекаются многие блюда. Но визуально они похожи. Все это такое пастообразное. Гида фрай кар. Это масло? Да. А можем мы его убрать отсюда? Куда-нибудь? А то жирное будет. Плет यहाँ पे Вот, вот. Так, это край панир. Но это тоже, опять же, сыр местный и, я не знаю, какие-то овощи, что-то там. Вот здесь все... это то джено, это зеленый матер нету. Еще В общем, другие это похоже, но это разное. вкус разный. Вкус разный. Специи другие добавлены разные. Я уже запутался в названиях, если честно. Я даже забыл их. Матар панир, крата панир. Ну, видите, масло кидают, масло мы убрали. Здесь мы не успели убрать, оно видно, что подтаяло. Также мы ждем лепешки и рис. Вот так вот едят местные ребята. Все по чуть-чуть. Давайте next minute. Я прям хочу с фасолью. Начнем с вот этой штуки, которая с сыром. Как называется еще раз? Кढ़ाई पनीर. Рай панир. Ну, вкусно. Вот это как называется? मटर पनीर. Так, батар панир. Они похожи. Надо есть лук. Он убивает всех. Лепешки подносят, постоянно горячие. Так, вот это как называется? राजमा. Раджма. Раджма это фасоль. Очень интересный вкус. Мы, похоже, заказали, тут никто восток не заказывает. Мне раджма понравилось. Интересно. В общем, пока раджма лидирует, но все вкусно. Так, Викас, вот это что такое? दाल मखनी. Дал макни. Так, пробуем дал макни. Не распробовал, какой-то нейтральный вкус. Нужно с чечевицей на первом месте. Ой, с фасолью. Первое блюдо. Подсел какой-то дядька и прям в рот мне смотрит. Здесь есть такая тема. Это нормально. Хорошо, что он перевод не понимает.
смело можете заказывать всякие вот эти чечевичные похлебки, гороховые, нутовые, машевые. Это все нормально. Но это все остро. Реально остро. Номер один с фасолью. Фасоль оставляет неизгладимое впечатление. Последнее блюдо очень жирное. Так, ну и попробуем вот этот вот соусец, который в луке был. Вот этот вот зеленого цвета. В чистом виде он не заходит. Его надо с чем-то мешать. Такой терпкий вкус. Одним словом, уличная еда. Вкусная и питательная. Мне принесли рис. Сорт жасмин, поджаренный, с горошком зеленым. И я вижу тмин. Без риса никуда.